шумной закусочной в Чикаго. Утро всегда начиналось одинаково: запах жареного бекона, звон тарелок и бесконечный поток клиентов. Среди официанток особенно выделялась Эмили Джонсон. Она работала с перевязанной рукой, сдерживая боль и пряча ее за натянутой улыбкой. Казалось, что весь зал видел ее старания, но только менеджер по имени Росс Миллер будто наслаждался ее слабостью. Он резко отдергивал ее за каждую мелочь, и посетители только переглядывались, одни сочувственно, другие с негодованием. Но то, чего никто не знал, ее травма была не случайной. Несколько недель назад Эмили случайно узнала, что Росс ворует деньги из кассы. Когда он заметил ее возле офиса, вспышка ярости закончилась переломом ее запястья. С тех пор он прикрывал свои махинации, выставляя Эмили некомпетентной. За одним из столиков часто сидел пожилой мужчина, которого все принимали за обычного ветерана, коротавшего время за чашкой черного кофе. Это был Гарри Уитмор, настоящий владелец закусочной, который годами скрывал свою личность, наблюдая за тем, как ведут себя его сотрудники. Он видел, как Росс давил на Эмили, и подозрения с каждым днем становились все крепче. Однажды Гарри заглянул в офис и нашел стопки поддельных жалоб на Эмили и бухгалтерию с явными недостачами. Позднее, услышав, как Росс хвастается кражами и признается в том, что сам сломал девушке руку, Гарри понял: молчать больше нельзя. На следующее утро он вышел в центр зала и впервые представился персоналу и посетителям как владелец. Прямо на глазах у всех он предъявил доказательства, а полиция, вызванная заранее, увела Росса в наручниках. Эмили осталась стоять с дрожью в руках, но уже без страха. Гарри объявил, что отныне она будет старшей в зале. И впервые за долгое время закусочная в Чикаго наполнилась не только запахом кофе и бекона, но и легким воздухом справедливости. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.